2 апреля на 93-м году, после продолжительной болезни, ушла из жизни актриса театра и кино, народная артистка России Татьяна Георгиевна Конюхова. Татьяна Конюхова родилась 12 ноября 1931 года в Ташкенте, столице Узбекской ССР, в семье военнослужащего. В 1946 году отец был направлен на работу в Латвию, и семья Конюховых переехала в Ригу. В 1949 году Татьяна окончила среднюю общеобразовательную школу в Лиепае. Сразу после окончания школы Конюхова приехала в Москву и с первой попытки поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии, который окончила в 1955 году. Будучи студенткой второго курса, Татьяна дебютировала в кино, снявшись в главной роли Ганны в художественном фильме сказки Александра Роу «Майская ночь» или «Утопленница» по мотивам одноименной повести писателя Николая Гоголя. Первая роль Конюховой стала для нее знаковой. Афишами «Майской ночи» с фото героини, красавицы Ганны, были обклеены центральные улицы Москвы. В 1950-е исполнила главные роли в картинах «Доброе утро», «Гори», «Моя звезда». Наиболее глубоко раскрывалось драматическое дарование артистки, когда удавалось сыграть близкую по внутреннему миру героиню. До 1992 года служила в театре-студии киноактера в Москве. После ухода из театра занималась с детьми в театральной студии при Московской детской академии народного художественного творчества в Перово. На съемках картины «Судьба Марины» у Конюховой начался роман с Леонидом Быковым. О наличии жены у возлюбленного артистка знала, но мужчина уверял, что их отношения давно разладились. Когда актрисе рассказали о беременности жены Быкова, она разорвала эту связь. Стремясь залечить разбитое сердце, в 1954-м Конюхова вышла замуж за еще одного студенческого поклонника. Но брак с подающим надежды учащимся в ГИКа Валерием Кареном, в будущем редактор Мосфильма, просуществовал 10 дней. На следующий день после свадьбы Татьяна Георгиевна уехала на съемки фильма «Запасной игрок». Когда муж внезапно приехал проверить жену на предмет измены, да еще прихватив в свидетели консьержа гостиницы, артистка выгнала ревнивого супруга из номера и из своей жизни. Роман со звукооператором Борисом Венгеровским, начавшийся на съемках картины «Доброе утро», закончился свадьбой. Их отношения продлились 3 года. Окружение Татьяны Георгиевны не понимало, зачем она связала личную жизнь с мужчиной, не желающим учиться, не умеющим зарабатывать. Работала она одна, начались проблемы со здоровьем. В студии программы «Судьба человека» Конюхова призналась, что делала аборты. Благосклонности актрисы добивались многие знаменитые мужчины, ведь она была признанной королевой красоты советской эпохи. Среди них зять Никиты Хрущева Алексей Аджубей, Владимир Высоцкий и Олег Стриженов. Третьим мужем знаменитости в 1959-м стал Владимир Кузнецов. Избранник не принадлежал к творческой среде, а был выдающимся спортсменом. Впоследствии Кузнецов отдавал себя не только спортивной карьере, но и создал новое научное направление, которое занималось исследованием резервных возможностей человека. В 1961 году у пары родился долгожданный сын Сергей. Материнство далось артистке нелегко. Находясь на 7-м месяце беременности, она не прекращала съемки, держа свое положение в тайне от режиссера. С появлением ребенка актриса стала меньше сниматься, стараясь больше времени уделять близким. Да, ушла на пике славы, но, как она заявила в студии шоу «Наедине со всеми», популярность – продукт скоропортящийся. Взлетают на вершину так же быстро, как оттуда падают. Годы супружеского счастья оборвались для нее неожиданно из-за скоропостижной смерти мужа в 55-летнем возрасте. Сергей Кузнецов пошел по дипломатической стезе. Внучка Ольга, мастер спорта международного класса по синхронному плаванию, знает 4 иностранных языка, тоже работала в МИДе. Она вышла замуж в Индии. Татьяна Георгиевна в последние годы жизни жила на пенсию. У актрисы не было помощников по хозяйству. Деньги уходили на самое необходимое.
На 84-м году жизни умерла актриса кино, театра и телевидения, продюсер, сценарист и режиссер Вера Чехова. Об этом сообщила немецкая газета «Зит» со ссылкой на семью артистки. Женщина скончалась в среду, 3 апреля, в Берлине после тяжелой болезни, говорится в новости. Диагноз при этом не уточняется. Вера Чехова родилась 22 июня 1940 года в Берлине. Ее родители – врач Вильгельм Руст и актриса Ада Чехова, дочь актера и театрального педагога Михаила Чехова и актрисы Ольги Книпер. Дедушка Веры, Михаил Чехов, был сыном публициста Александра Павловича Чехова и племянником писателя Антона Павловича Чехова. Вера Чехова дебютировала в фильме «Вдовец с 5 дочерьми» 1957 года. Ее актерская карьера охватывает примерно 4 десятилетия. За это время она сыграла более 50 ролей в кино и на телевидении. Среди них есть такие фильмы, как «Врач из Сталинграда», «Утром в понедельник», «Место преступления», «Одно дело на двоих», «Это суровая жизнь», «Синяя борода». В 1962 году Чехова получила национальную кинопремию ФРГ за роль в фильме «Хлеб прошлых лет». В 1984 вместе с супругом Вадимом Гловной сняла документальный фильм «Чехов в моей жизни». В 1990-х она завершила карьеру и перешла в статус режиссера, в частности, снимала документальные телевизионные фильмы. Мексиканский актер Эрнесто Гомес Крус, снявшийся за карьеру в 200 кинокартин, сериалов и теленовелл, ушел из жизни 6 апреля на 91 году жизни. Новость о смерти эталона современного мексиканского кино появилась в сети. Из-за чего конкретно скончался Крус, не сообщается. Говорится лишь о том, что у него были разного рода проблемы со здоровьем. Эрнесто Гомес родился в 1933 году. Он начал карьеру в середине 1960-х. Он неоднократно становился лауреатом многих премий. Российскому зрителю Крус может быть известен по таким лентам, как «Моя вторая мама», «Мексиканец», «Вербински» с Брэдом Питтом и Джулией Робертс и «Бандитки» с Пенелопой Круз и Сальмой Хайек. 7 апреля, в ночь на Благовещение, в возрасте 69 лет скоропостижно скончался известный пермский писатель, поэт и журналист Юрий Асланьян. Воспоминания об Ереваныче так коллеги и друзья нередко называли Юрия Ивановича, объединяя его имя и отчество. Говоря об Асланяне, многие в первую очередь вспоминают его роман «Территория Бога», вышедший в 2006 году. «Территория Бога» – рассказ о Вишерском крае, откуда родом Асланьян. О безнадежной битве добра и зла на отдельно взятой территории. Конкретно на территории заповедника Вишерский, где в 1997 году был убит директор Рафаэль Идрисов. Убившего инспектора заповедника Василия Зеленина осудили на 10 лет. Юрий Асланьян провел независимое расследование и написал документальный роман. Журналистское расследование и очерки о людях – любимые асланьяновские жанры. В журналистику он пришел в годы перестройки, окончив филфак ПГУ. С 1992 года он член Союза российских писателей. Его перу принадлежат повести «По периметру особого режима», «Последний побег», книги «Печорский тракт», «Дети победителей» и другие. 7 апреля ушел из жизни Сергей Александрович Абрамов, советский российский писатель-фантаст и сценарист. Повесть Сергея Абрамова «Выше радуги» впервые была опубликована в 1980 году. Экранизация 1986 стала одним из самых ярких событий советского детского кино 80-х. Сергей Абрамов родился в 1944 году в Москве, отец – писатель Александр Абрамов. Часть произведений Сергей создал в соавторстве с отцом, самое известное – «Всадники ниоткуда», начало одноименного цикла. Далее работал в соавторстве с сыном Артемом Абрамовым. Писателю было 79 лет, о причинах смерти не сообщается. 40-летний Евгений Кунгуров скончался 8 апреля.
Тело артиста нашли почти раздетым под окнами дома, где он проживал с семьей. Полицию и спасателей к подъезду вызвала жена певца Ирина Миледина после того, как получила сообщение от мужа. Как выяснилось, супруга Евгения находилась в этот момент не в Москве, поэтому не могла попробовать предотвратить трагедию, пообщавшись с ним. Один из самых известных участников вокального проекта последние несколько лет лечился у психиатра от затяжной депрессии. Не справившись с проблемами, он совершил суицид, оставив жену и 2 маленьких детей. Евгений родился 18 июля 1983 года в Свердловской области в поселке Заречный. Тягу к творчеству он унаследовал от матери, которая пела в студенческом ансамбле. В 12 лет дебютировал на большой сцене с сольным номером. После успеха он решил связать свою жизнь с музыкой. И в 2000-м поступил в училище при Московской консерватории. Уже во время обучения эксперты увидели в нем талант, поэтому Евгений регулярно участвовал в музыкальных конкурсах и спектаклях. Переломным моментом в карьере Евгения Кунгурова стало участие в первом сезоне вокального телепроекта шоу «Голос», где он попал в команду к Александру Градскому и дошел до финала, где уступил лишь будущей победительнице Дине Гариповой. 9 апреля глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о смерти космонавта Владимира Аксенова, дважды Героя Советского Союза. Ему было 89 лет. Аксенов всю свою жизнь связал с космосом и внес огромный вклад в его освоение. Он и члены экипажа стали первыми людьми, которым удалось осуществить стыковку в ручном режиме. Даже в 76 лет космонавт был готов вновь отправиться в полет. Аксенов родился 1 февраля 1935 года в селе Гиблицы Рязанской области. Учился в авиационной школе и в авиационном училище, где получил специальность инженера-механика. Он занимался разработкой и испытанием космических кораблей и станций. 15 сентября 1976 года Аксенов впервые полетел в космос в качестве борт-инженера на космическом корабле «Союз-22», где провел почти 8 дней. За успешный полет ему присудили звание Героя Советского Союза и вручили медаль «Золотая звезда». 5 июня 1980 года Аксенов вновь полетел в космос. На корабле отказал бортовой вычислитель, в результате чего экипаж впервые осуществил стыковку в ручном режиме за 10 минут до выхода в тень. За проявленное мужество и героизм его вновь наградили. В ходе видеомоста Москва-Пекин Аксенов, которому тогда было 76 лет, заявил, что готов снова отправиться на орбиту, если ему предложат. Аксенов вместе с коллегами разработал корабль «Восток», на котором впервые в истории Юрий Гагарин совершил полет вокруг Земли. При этом никто из команды не считал себя героем. 11 апреля на 87-м году ушла из жизни мексиканская актриса, мисс Мексика 1960 года Лорена Веласкес. Признанная королева фантастического фильма, внесшая огромный вклад в развитие латиноамериканского кинематографа. Звезда золотого века мексиканского кинематографа. Она родилась 15 декабря 1937 года в Мехико. Изучала балет и театральное искусство. В 1958 году она заняла 2-е место на конкурсе «Мисс Мексика», а в 1960 году завоевала титул «Мисс Мексика», но отказалась представлять Мексику на конкурсе «Мисс Вселенная». В кинематографе дебютировала в 1956 году и с тех пор снялась более чем в 100 фильмах и телесериалах. Сыграла роли в картинах «Грозовой перевал», «Сладкое желание», «Шалунья», «Привилегия любить», «Фата невесты» и других. 12 апреля скончался после тяжелой болезни знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли. Ему было 83 года. Модельер умер во Флоренции. В последние часы рядом с ним была возлюбленная шведская модель Сандра Нильсон. Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 года во Флоренции. В 30-летнем возрасте он продемонстрировал свою дебютную линию одежды в Париже.
В 1972 году состоялся его первый модный показ во Флоренции. Тогда же дизайнер создал и запатентовал процедуру нанесения рисунков на кожаные изделия. Сейчас бренд Роберто Кавалли представлен в более чем 50 странах. Первой женой модельера была Сильванелла Джанони. В этом браке родились дочь Кристиана и сын Томмазо. Супруги прожили вместе 10 лет, в 1974 году они развелись. Через 3 года Кавалли был членом жюри конкурса красоты «Мисс Вселенная». Там его сердце покорила мисс Австрия Ева Дюрингер, которая стала первой вице-мисс. В том же году она пробилась в полуфинал конкурса «Мисс Мира». В 1978 звезда подиума выиграла конкурс «Мисс Европа». Однако по требованию Роберто отказалась от титула. Они поженились в 1980 году. Ева родила 3 детей. Дочь Ракеля и сыновей Даниэля и Роберто. В 2010-м модельер расстался с ней. В 2014 году дизайнер начал строить отношения с Сандрой Нильсон, младше его на 44 года. Кавалли преподнес ей в подарок остров Стора Рулинген, находящийся неподалеку от столицы Швеции. Состояние кутюрье оценивалось в $500 миллионов. В 2023 году у пары родился сын, которого назвали Джорджио, в честь отца Роберто, убитого нацистами в 1944 году. Сандра чувствует себя хорошо. Ребенок, который родился неделю назад прямо здесь, во Флоренции, прекрасен, и было очень волнительно видеть его сразу после рождения, рассказал тогда Кавалли. 22 апреля на 89-м году жизни умер французский актер Филипп Ладенбаш. Артист скончался в больнице Рангей в Тулузе. Ладенбаш умер после борьбы с несколькими онкологическими заболеваниями. Он не был звездой, но был одним из тех исполнителей второстепенных ролей, которых мы помним, отметил сын актера. Артист ушел на пенсию и перестал сниматься в кино во время пандемии коронавируса. Он переехал в сельскую местность. Последние годы жил с семьей в Лерме на юго-западе Франции. Филипп Ладенбаш родился 31 января 1936 года в городе Бур-Лорен. Получил образование в Национальной консерватории драматического искусства. За 60-летнюю карьеру Ладенбаш снялся в 160 картинах, в том числе в фильмах «Мой американский дядюшка» 1980 с Жераром Депардье, «Скорей бы воскресенье» 1983 с Фанни Ардан и Жаном Луи Трентиньяном, «Инкассатор» 2004 с Жаном Дюжарденом. Последней ролью Ладенбаша стал маршал Филипп Петен в картине «Генерал де Голь» в 2020 году. Ладенбаш был женат на Франсин Вальтер, актрисе и преподавателе драматического искусства. В возрасте 80 лет умерла британская и итальянская актриса эротического кино Маргарет Ли. Актриса умерла 24 апреля. Причина смерти не называется. Маргарет родилась в Лондоне, переехала в Рим после окончания театральной школы ради актерской карьеры. Начала сниматься в кино в начале 60-х. В ее портфолио около 100 проектов, среди которых «Два самурая» и «100 гейш», «У марсиан 12 рук», «Перепутанные постели», «Клеопатра» и другие. Одним из основных направлений для нее был джалло, поджанр итальянских фильмов ужасов, сочетающий элементы криминального триллера и эротики. На 64-м году жизни умер французский кинорежиссер Лоран Канте. Смерть наступила утром 25 апреля в результате болезни, какой не уточняется. Известно, что в последнее время режиссер работал над фильмом под названием «Ученик», выход которого должен был состояться в следующем году. Лоран Канте родился 11 апреля 1961 года в городе Мель, на западе Франции, в семье школьных учителей. Окончил институт кинематографии в Париже. Первую короткометражную ленту он выпустил в 1994 году и получил за нее премию Жана Вига. Полнометражный дебют Канте, фильм «Человеческие ресурсы», принес ему Сезар за лучший дебют и призы нескольких международных кинофестивалей.
29 апреля скончалась звезда театра и кино Зоя Зелеинская. О ее смерти сообщило руководство театра сатиры, где актриса прослужила 70 лет. Зоя Николаевна родилась 8 декабря 1929 года в Москве. Ее папа работал в Моссовете, заведовал транспортом столицы. Когда одного из родственников отца посадили, он отправился строить дорогу на Колыму. Во время войны его дочь работала на золотых приисках. В 1945-м семья вернулась в Москву. В школьные годы Зоя работала манекенщицей в доме моделей. В 1954-м окончила ГИТИС, факультет актеров Муз-театров. В том же году поступила в труппу Московского театра сатиры. Играла в спектаклях «Грустно, но смешно», «Трехгрошовая опера», «Самоубийца», «Идеальный муж» и других. В кино дебютировала в 1956 году, сыграв в комедии «Карнавальная ночь». В ее фильмографии 35 проектов, среди них «Предсказание», «На углу у Патриарших», «Тесты для настоящих мужчин», «Воротила». Телезрителю наиболее известна по роли пани Терезы в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев», режиссером которой был ее первый муж Георгий Зелинский. Супруги прожили вместе 10 лет. Будучи замужем за Зелинским, я влюбилась в Валерия Леднева, журналиста-международника. И до сих пор люблю этого человека. Мне кажется, даже больше, чем при жизни, он живет в моем сердце и никуда не уходит. Это было солнце, он входил и все освещал вокруг. Признавалась Зоя. Леднев стал вторым мужем актрисы. В 43 года она родила сына, которого назвали Сергеем.